Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание вещам и предметам, которые есть в вашем доме и к которым нужно относиться с особой осторожностью, потому что неправильно используя эти вещи, вы можете привлечь негатив, проблемы, безденежье, нищету и разруху в свою жизнь. Почему это так и что это за такие вещи и предметы, которые имеют магическую силу, далее в этом видео. Вы знаете, часто бывает так, что мы даже не задумываемся о том, правильно ли мы живем. Те ли предметы нас окружают в нашем доме, на работе. Те ли люди находятся в нашем окружении. Правильные ли мы с вами поступки совершаем. И все это происходит до тех пор, пока в нашей жизни не начинают происходить какие-либо неприятные события. Ссоры в семье, скандалы, мелкие неурядицы, которые не заканчиваются, а также появляются как постоянные, так и временные проблемы с деньгами. Если в вашей жизни что-то происходит не так, значит, на это есть своя причина, и вокруг вас что-то происходит неправильно. Поэтому, пожалуйста, в такие моменты остановитесь, осмотритесь по сторонам и начните это исправлять, пока не поздно. Ведь можно допустить до такого момента, когда исправить будет просто практически невозможно, потому что сначала возникает одна проблема, вы ее не решили, вторая, третья, вы не осознали, вы не поняли, и в какой-то момент появляется огромнейший снежный ком, который несется с необычайной скоростью на вас. Дело в том, что каждый предмет в вашем доме имеет свою энергетику и, соответственно, излучает ее. Поэтому может либо притягивать положительные энергии в ваш дом и, соответственно, делать вашу жизнь намного лучше, либо притягивать негативные энергии и, соответственно, не очень приятные события, которые будут приносить вам только вред и проблемы. Давайте начнем с такого предмета, как зеркало. Зеркало – это сакральный предмет, который требует особого отношения, потому что именно зеркало в большей степени и с большей силой излучает все то, что оно впитывает в себя. Поэтому никогда не ругайтесь перед зеркалом, не старайтесь выяснять отношения, не нужно плакать, не нужно жалеть себя, потому что все это в большем количестве оно возвращает вам, когда вы будете в него смотреть. Когда вы сначала смотрите, допустим, вы плачете, вы жалуетесь, зеркало это все принимает как губка, и в какой-то момент эту информацию только уже в материальном мире оно начинает транслировать. Поэтому, пожалуйста, с зеркалом будьте очень внимательны и осторожны. Также нельзя, чтобы на зеркале были различные пятна, повреждения, какие-то сколы, потому что это будет приносить очень сильный вред, который еще и не только энергетику вашего дома будет нарушать, но и лично вашу. И если вы будете обращаться с ним правильно, вам не о чем будет переживать. С помощью зеркала вы также можете и привлечь денежную энергию в свой дом. Для этого помойте обязательно время от времени его проточной водой. Натрите так, чтобы на нем вообще не было никаких пятнышек, разводов. Затем возьмите купюру, которую вы храните как сбережение, пересчитайте и похлопайте 8 раз по зеркалу. При этом обязательно скажите следующие магические слова. Деньги, денежки, придите, в зеркало войдите. Зеркало ты энергию денежную приумножай и в большем размере ее излучай. Купюру самого большого номинала из этих денег прицепите к зеркалу. Остальные оставьте до утра, полежать перед ним. А утром деньги обязательно спрячьте, а купюру самого большого номинала не тратьте. Она будет вам именно и притягивать деньги в вашу жизнь. Проделав эту практику, деньги всегда будут в вашей жизни. Далее посуда со сколами.
Знаете, такая посуда, она разрушает энергетику вашего дома. Она, знаете, в какой-то степени как бы разрезает ее. Из-за этого в доме часто начинают возникать ссоры, различные скандалы, которые только увеличиваются с каждым разом, так как хозяева не прекращают пользоваться такой посудой. Также надбитая тарелка или чашка нарушает цикличность круга. Из-за этого возникают сильные денежные проблемы, которые со временем способны привести к безденежью. Поэтому соберите всю надбитую посуду и выбросите ее, вынесите подальше от вашего дома. При этом помните, что нужно обязательно сказать следующие магические слова. «С битой посудой нищету и нужду выношу, следа от них не оставляю». И сразу по возвращению проведите чистку вашего дома. Зажгите свечу любого цвета и обойдите с ней 3 круга по часовой стрелке по всему вашему дому. При этом обязательно скажите следующие магические слова. Нищету и ссоры убрала, место для денежной энергии и счастья освободила. В мой дом приходите и проблемы все уберите, чтобы нужды ни в чем не знала и с каждым днем свою жизнь только в лучшую сторону меняла. После проделанной практики проблемы обязательно из вашего дома уйдут. Отношения наладятся, а деньги будут появляться с каждым днем все в большем и большем количестве. Через время даже ваше финансовое положение стабилизируется. Далее веник. Вы знаете, веник – это не только сакральный предмет в доме, но и оберег для вашего дома. Поэтому, чтобы не притянуть с его помощью в дом несчастья, нужно обязательно относиться к нему уважительно и соблюдать все правила по отношению к венику. Его нужно хранить только щетиной вверх. Он не должен быть грязным, пыльным, так как это будет притягивать к нему негатив. А вы его будете распространять по всему дому при уборке. С помощью веника возможно привлечь в ваш дом и различные светлые энергии, и денежную энергию в том числе. Для этого возьмите 3 монеты желтого цвета, самого большого номинала, и засуньте в ручку веника в разные места. И когда каждый раз вы будете убирать, обязательно проговаривайте следующие волшебные слова. Денежную энергию по дому распространяю, его нею наполняю, с каждым разом, как подметаю, в большем количестве ее обретаю. И, пожалуйста, эти монетки обновляйте раз в 3 месяца, а предыдущие выкидывайте в любой водоем или речку. Это поможет вам постоянно притягивать денежную энергию в свою жизнь, и проблем с деньгами вы точно не будете знать. Друзья, вот казалось бы, такие простые, банальные вещи, но многие из вас, к сожалению, вот сейчас могут прослушать, после этого развернуться и пойти заниматься своими делами. А нужно взять, собраться с мыслями и понять, что все, больше мы так жить не будем. Будем только делать все по-другому. Помните о том, что у вас жизнь одна, а вы стараетесь постоянно есть с одной какой-то тарелочкой, которая еще и надбитая и с потертостями. Не нужно. Возьмите, купите себе самые красивые тарелки, пусть это будет пару штук. С одной стороны, вы таким образом будете наполнять свой дом энергией изобилия, достатка, а с другой стороны, вам самим будет и приятнее кушать из такой прекрасной посуды. Соблюдайте, пожалуйста, эти простые правила. Проделывайте эти время от времени практики, ритуалы, обряды. И вы начнете видеть, как положительные события начнут наполнять вашу жизнь, ваш дом. Деньги действительно начнут появляться вокруг вас в большем и большем количестве, и нужды в них вы точно не будете знать. Только не спрашивайте, а с какого источника дохода, когда у меня только одна пенсия. Если вы так считаете, то вы сами себя изначально уже ограничиваете. Перестаньте думать, что у вас может быть только одна пенсия или только одна зарплата или какое-то либо пособие. Представляете, что к вам деньги поступают. Каким образом, из каких источников, это не ваше дело. Помните об этом. Также внимательно обращайте внимание, как вы относитесь и к вещам, которые вас окружают. И умейте вовремя убирать из дома то, что может принести вам какой-либо вред. Наполнив ваш дом
нужными энергиями, вы таким образом заставляете вибрировать и распространять определенные только созидательные и хорошие энергии. Ну а когда вы опускаете руки, вы постоянно в депрессии, вы со всеми ругаетесь, злитесь, вы таким образом неправильно направляете энергии в свой дом или в квартиру. Вам даже в таком доме будет находиться всегда тяжело, некомфортно и неприятно. Поэтому, пожалуйста, этих моментов не допускайте, чтобы потом не думать, как это исправить, потому что лучше это предотвратить, чем потом месяцами пытаться разгрести то, что вы наваяли за какой-то определенный период. Вы знаете, это все достаточно серьезно, потому что мы с вами уже неоднократно говорили, мы с вами живем в материальном мире, а в материальном мире мы не видим то, что мы должны видеть именно в плане энергии. Если мы с вами бы изначально видели на уровне энергии, что мы говорим, как мы делаем, наши действия и так далее, мы бы в материальном мире никогда бы так не поступали, потому что на уровне энергии мы заставляем приходить в наш материальный мир. Помните об этом. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Мы всем желаем мира, любви, гармонии и услышимся уже с вами в следующем видео.